Дананге день начинается раньше, чем ты успеваешь осознать, что он вообще наступил. Просто у этого города совершенно другой ритм. Он не просыпается медленно и красиво, он сразу включается в жизнь. Мы ехали сюда в 5 утра за пустынным рассветным пляжем, а попали в самый эпицентр жизни. Пока туристы видят 10-й сон, здесь, на Мейкхе, одном из лучших пляжей по версии Forbes, уже кипит энергия. Это первый ритм Дананга, честный, шумный и очень настоящий. Доброе утро, ребята! Сейчас 5 утра. Мы приехали встретить рассвет. И мы в шоке от того количества людей, которые в 5 утра на пляже. Когда мы ехали, нас удивляло количество бегунов, велосипедистов и так далее. Но то, что творится на пляже, это просто что-то невероятное. Во сколько встают эти люди и почему они себя ведут так, как будто сейчас уже часов 9-10, совершенно непонятно. Просто какие-то нереальные толпы и в воде, и на берегу. Все делают зарядку, разминаются, прогуливаются, купаются. Это просто какой-то капец. Мы приехали в 5. Вот сейчас 5 часов 22 минуты. И это просто шок-контент. Вот так ведут себя вьетнамцы. Я думала, что пляж будет пустынный, и мы снимем тут такие кадры пустынного рассветного пляжа, первые лучи солнца. Здоровая нация! И еще из интересного, они очень любят закапываться в песок. По утрам очень много взрослых вот так закапываются и лежат, медитируют. Если у вас есть варианты, почему они так делают, пишите в комментариях, обсудим. И в этом утре рядом оказывается все сразу. Море, музыка, движение, энергия и чье-то последнее прощание. После такого активного утра хочется просто сесть, выдохнуть, взять кофе и немного догнать этот город. Так вот сидишь тут как в тропическом лесу. Как дела? Прекрасно. Я заказала свой любимый вьетнамский кофе, соленый. Пока солнце выжигает этот город, стрижка под мостом – гениальное решение. Дананг не из тех городов, которые весь день одинаково приветливы. К полудню он резко меняется. Утреннюю мягкость съедает солнце, и город становится почти беспощадным, белым, жарким, ослепляющим. Пляж пустеет и превращается в раскаленную белую полосу, где остаются только самые стойкие. Рыбаки, разбирающие сети, готовящиеся выйти на лодке в море, волейболисты, которым все нипочем, ну и молодожены, самые отчаянные, которые приходят на свадебную фотосессию.
О том, что медуз, оказывается, едят, мы узнали только в Дананге. Поначалу мы вообще не понимали, зачем они их постоянно вытаскивают из воды. Но потом увидели, что они их очищают прямо на пляже, разрезают на большие куски и уносят домой. Позже мы узнали, что, оказывается, для них это совершенно обычная еда. Андрей провел аналогию, что это как у нас за грибами сходить. Так у них вот найти медузу и потом ее замариновать и съесть. Сбежать от сумасшедшего ритма и беспощадного зноя в Дананге очень легко. Достаточно просто сесть на байк, и через 20 минут ты уже окажешься в горах, в тропическом лесу и будешь карабкаться по камням, чтобы увидеть невероятные виды. Так, ну вот такие деревья встречаются в тропическом лесу. Они интересны тем, что у них отрастают вот такие огромные ветви. Эти ветви потом спускают вниз корни, и корни настолько прорастают и деревенеют, и становятся как еще один ствол. Одно дерево, очень старое дерево, 800-летнее, оно может образовывать свой собственный лес. Идем по тропикам, практически непроходимым. Андрюшка идет, свистит, отпугивает змей всяких разных страшных. Ну, прям такие тоннельчики тут прикольные. И эти стволы колючие, так что надо тут прям максимально осторожно идти. А то спиной как хряпнешь. Ну вот ради этого все и затевалось. Виды потрясающие. Итак, мы выбрались с бездорожья. Теперь у нас вот такая чудесная дорога. Мы подготовились, все на спорте. Да, в этот поход однозначно надо идти в спортивном, потому что вы будете все мокрые. Ну как тебе в целом поход? По асфальту вообще хорошо. Прекрасно. Дорога не проезжая. Ездят только мотобайки, которые делают бизнес на таких туристах, как мы. Но мы не такие туристы, потому что нас подвозить не надо. Мы сами подвезем кого хочешь и куда хочешь. Итак, ребята, показываем вам вьетнамскую еду. Во-первых, вот такой вот очень классный ресторанчик. Люблю, когда вот так вот ты сидишь и смотришь прям на улицу. Вот нам принесли фобо, фоботай. Фоботай — это тонко нарезанная говядина, сырая, кладется в бульон. Это вот бanh mi, это то, что вьетнамцы сделали с французским багетом. То есть они туда положили начинку, и получился, считается, один из самых лучших в мире стритфудов. Да, ну и какие-то креветки, завернутые с листиком. Вот такие роллы. Вот там вот зелень, и вот в эти вот рисовые листы, они завернуты все вместе, там креветочки, зеленушечка. Как говорится, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот этот центральный пляж Дананга, просто огромнейший, 30, по-моему, километров. Береговая вот эта пляжная линия, можно бесконечно гулять, плавать, серфить, убегать от волн и так далее. Очень красивый пляж. Тут еще на фоне, когда город, тут же пальмы, тут же белые пески, тут же бирюза морская. Конечно, красиво, чего нет-то.
Вот. Хороший пляж, чистый, очень чистый, благоустроенный. Есть умывалки для ног. Комфортная температура, где-то 26 градусов. Нет изнуряющей жары, как, например, В в Таиланде или на юге в Муйне, там вот это все, Сайгон. Погода вообще просто супер. Я не знала, что так можно комфортно себя чувствовать в тропическом Да, климате. сейчас март месяц, очень комфортно. Мы в самый сезон попали. Когда солнце начинает тонуть в горах, Дананг выдыхает и становится совсем другим. Зной отступает, и город мгновенно заполняется людьми. Это удивительная трансформация. Набережная превращается в огромный спортзал под открытым небом и клуб по интересам одновременно. Здесь все в движении. Одни бегут, другие азартно режутся в шахматы прямо на улице. Кто-то просто гуляет, наслаждается первым прохладным ветром. В этом мягком закатном свете Дананг кажется максимально уютным и безопасным. Вечером над рекой Хан загорается дракон. Ровно 666 метров стали и света. По выходным он буквально дышит огнем, собирая вокруг тысячи людей. В Азии цифра 666 про процветание. И глядя на этот пульсирующий неоном город, в это легко верится. Ребята, ну вот, конечно, мы пришли в мишленовскую такую уличную едальню, где просто шашлыки жарят на улице, в мангальчике, говядина, свининка. Отмечена 2 рекомендациями Мишлена, пожалуйста, 24-25 год. Вот такая вот обстановка. Отлично. Профессиональный блогер с микрофоном на кепке. Да, сейчас очень модно цеплять куда-нибудь. Я соответствую трендам, стараюсь. Вот такие шашлычки мы пришли есть. Очень вкусное мясо. Вот это вот уже попробовали. Завернули в рисовую вот эту вот бумагу. Овощей, мясо наложили. Вкуснотища вообще. Сейчас будем вот эти шашлычки пробовать. Ну, это как кебабчики такие из фарша свиного. Отлично. Да, очень вкусно. Hi guys. Say hi to the guys. С наступлением темноты Дананг окончательно превращается в один большой фестиваль. На набережных появляются уличные музыканты, и их ритм смешивается с гулом моторов и шипением сковородок. Здесь жизнь кипит в деталях. Пока взрослые стоят в очереди за лучшим стритфудом, дети оккупируют маленькие пластиковые стульчики, чтобы сосредоточенно раскрашивать гипсовые фигурки. Это такая местная медитация, которую можно встретить на каждом углу. В этом и есть магия вечера. Здесь уютно всем. Дананг – это город, в котором можно жить сразу несколько жизней. Хочешь – просыпаешься у моря, идешь на пляж и пьешь кофе под шум волн. Хочешь – живешь у реки, гуляешь по набережной и смотришь, как вечером загорается город. А можешь уехать в горы и посмотреть закат чуть свысока. Хочешь – ешь фобо на пластиковом стуле за пару $.
а через час уже сидишь в мишленовском суши-ресторане с кондиционером и красивой подачей. Здесь нет ощущения, что ты чем-то ограничен. Дананг – это про выбор, про ритм, который каждый может настроить под себя. И, пожалуй, именно поэтому в него не просто приезжают, а здесь остаются. Ссылки на все заведения, которые мы посетили в Дананге, вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.